Здравствуйте еще раз. Меня зовут Василиса Маликова. Я работаю менеджером по локализации в компании Rike. Rike — это онлайн-приложение для управления проектами, совместной работы над задачами. Компания была основана в 2006 году, и сейчас среди наших платных клиентов 14 тысяч компаний из 130 стран. Локализация в Rike появилась в 2012 году. Сейчас я вам покажу смешную цифру, всего 7 языков. Официально мы поддерживаем локализацию на 7 языков, и еще на 7 языков перевод делает комьюнити. И несмотря на то, что непосредственно локализация у нас появилась в 2012 году, менеджеры по локализации появились в 2015. Мой коллега отвечает за локализацию маркетинга, а я продукта. И, собственно, сегодня я вам расскажу о том, что мне досталось в наследство и что я с этим сделала. Когда я пришла работать в Rike, передо мной была поставлена задача настроить такой процесс, который позволял бы нам выпускать все релизы, все обновления приложения на всех языках одновременно. Почему именно так? Почему это важно? Есть ведь компании, которые, не знаю, выпускают продукт сначала на основной локале, продукт на других локалях позже. Дело в том, что Rike — это продукт для совместной работы, и среди наших клиентов есть крупные международные компании, и поэтому довольно частая ситуация, когда пользователи, работающие над одной задачей, над одним проектом, находятся в разных странах и пользуются Rike на разных языках. Поэтому мы не можем допустить ситуации, когда у этих людей есть доступ к разному набору функций. Занимаясь локализацией продукта, мне довелось довольно подробно познакомиться с командой разработки, с тем, как у них устроена работа. В 2015 году, когда я начала работать в Rike, технические релизы происходили каждый день, а мажорные релизы несколько раз в квартал. То есть это выпуск новых фичей или значительное улучшение существующих. Планирование было квартальным, и вы, наверное, можете себе представить, как планируется крупный релиз. Это довольно сложный процесс, и у меня уходило очень много сил и времени на то, чтобы еще свою локализацию включить, объем работ к релизу. Это было довольно сложно и утомительно. Что происходило в локализации в это время? В качестве TMS, Translation Management System, у нас был Poodle. Ну, по сути, это был просто интерфейс, с которым работали переводчики. Это бесплатный open-source продукт, и он был интегрирован с Rike, с репозиториями, где разрабатывается приложение, с помощью самописной интеграционной утилиты. Она была настроена таким образом, что новые строки на перевод мы могли получить только после релиза фичи в продакшн. То есть, по умолчанию мы чисто технически не могли локализацию делать, выпускать одновременно с английской версией. Эту утилиту создал бэкэнд-разработчик под идейным руководством маркетолога, и, в принципе, в 2012 году они проделали отличную работу. То есть я не уверена, что я бы сделала лучше, не имея предыдущего опыта работы в локализации с какими-то с более серьезными TMS. Но дело в том, что вот эта интеграция, получение ключей и загрузки переводов заключалась в том, что специально обученный, очень важный занятой инженер запускал вручную скрипты, которые в общей сложности, их работа занимала 2 часа. А еще иногда по пути что-нибудь ломалось, и для того, чтобы просто получить новые строки на перевод, у нас в буквальном смысле слова мог уйти целый рабочий день. И вы понимаете, что в таких условиях, процесс был таким долгим, нестабильным, трудоемким, что инженеры не соглашались брать более одной задачи на локализацию в неделю. И, по факту мы обновляли локализацию 2-3 раза в месяц. И мы все еще помним о том, какая стояла передо мной задача. И кроме всего этого, то есть у нас был сисадмин, затем девопсы, которые, собственно, деплоили локализацию, потом были тестировщики, если что-нибудь ломалось, были разработчики, а когда ломалась утилита, еще был тот самый бэкэнд-разработчик. В общем, когда мы деплоили локализацию, у меня было ощущение, что просто я провернула какую-то невероятную работу и совершила подвиг.
Пока я изучала вот это наследие, давайте еще раз резюмируем. Существующий, то есть по состоянию на 2015 год у нас не было возможности релизить перевод фичей до релиза. У нас не было возможности работать над несколькими задачами параллельно. Мы не могли делать более одной итерации для одной задачи в день. И моя работа очень сильно зависела от ресурсов других команд. Пока я со всем этим разбиралась, в конце 2015-го, начале 2016 года в команде разработки стали внедрять Scrum. Кому знакомо это слово? Кто знает, что это такое? О, отлично. Очень приятно видеть много рук. Кратко о том, что это. Это подход к разработке ПО из семейства Agile. Он предполагает итеративный процесс разработки, когда мы делаем инкрементальное улучшение продукта и по итогам каждой итерации получаем обратную связь от заказчика. Как это отразилось на нашем отделе разработки? Теперь вместо фронтенда, бэкенда и тестировщиков у нас были кроссфункциональные скрам-команды. Они работают двухнедельными итерациями. Итерация в скраме называется спринт. По итогам каждого спринта проводится демо, на которое может прийти любой сотрудник. На этом демо я узнаю о том, что было сделано за 2 недели и какие планы на будущее. Также это привело к тому, что теперь задачи, требующие локализации, стали возникать чаще, и их стало больше. Но был приятный момент заключался в том, что Scrum-команды включили локализацию в число своих критериев готовности той или иной задачи к релизу. Почему именно так? Философия Agile предполагает, что задача команды доставить не просто работающий код, а работающий продукт, решающий определенную задачу в мире клиента. Поэтому мы считаем, что задача готова к релизу тогда, когда готова функциональная часть, локализация, документация и маркетинг, если он нужен. И это было очень круто. Но в локализации происходило все примерно то же самое. Мы совершали свой еженедельный подвиг, но параллельно с этим оптимизировали существующую интеграцию и думали о том, как мы можем качественно изменить процесс, можем ли мы это сделать с путлом или нам нужно какое-то новое решение. А потом нагрянул Scrum, и нам пришлось пересмотреть требования и вообще сильно ускориться с внедрением нового решения. Итак, в общем виде мы сформулировали свои требования положения следующим образом. Нам нужно релизить все обновления продукта на всех языках одновременно. Для этого нам нужно начинать локализацию на этапе разработки, и интеграция должна быть быстрой, стабильной и автоматизированной. Кого я имею в виду, когда говорю «мы»? Это, собственно, я и отдел внутренней разработки, Development Operations или сокращенно DevOps. Эта команда занимается интеграцией внутренних сервисов, а также автоматизацией билдов и релизов. То есть они отвечают за то, как продукт работы множества программистов собирается в единый продукт и доставляется пользователям. Итак, на чем мы остановились? У нас есть GitLab. Это система контроля версий, в котором хранится код приложения и там, все его версии в разработке. У нас есть Краудин, который стал нашей новой системой для управления переводами. И TeamCity — это как раз инструмент из области DevOps. Это инструмент для как раз автоматизации билдов и релизов. И то есть с помощью TeamCity мы обмениваемся данными между GitLab и Краудином. Скажите, пожалуйста, кого не пугает подобная схема? Кто видел подобное раньше? Уже меньше? Спасибо. Что здесь происходит? У нас есть так называемая мастер-ветка. Мастер-версия продукта — это стабильная версия, доступная всем пользователям. Когда мы хотим внести какое-то изменение, разработчик создает копию этой мастер-версии в тестовом закрытом окружении, вносит какие-то изменения, тестирует, потом все это вливает или мержит в релиз-кандидат, там это еще раз тестируется, и потом все это мержится в мастер. И таким образом
новая функциональность становится доступна всем пользователям. Раньше мы имели возможность работать только с мастером, а теперь мы работаем с фича-ветками. То есть в определенный момент, когда Scrum-команда понимает, что тексты больше меняться не будут, то есть они, как сказать, ключи добавлены в код, они ставят задачу на локализацию, мы скачиваем с помощью TeamCity, скачиваем ключи в CrowdIn, переводим, коммитим на ту же самую фича-ветку, тестируем, и дальше деплоим, как обычно. После каждого обновления мастера ключи синхронизируются с CrowdIn автоматически. Что происходит в CrowdIn? Собственно, в CrowdIn есть поддержка работы с системой контроля версий. Это одна из причин, почему мы выбрали именно это решение. Как это работает? Зачем нам это нужно? У нас в CrowdIn есть папка «Мастер». В ней лежат все ключи, соответствующие мастер-версии приложения. Когда мы с помощью TeamCity скачиваем ключи из фича-ветки, у нас создается в CrowdIn новая папка с названием ветки, и туда заливаются все ключи, которые есть на этой ветке. Большая часть из них совпадает с тем, что у нас уже есть в мастере. CrowdIn эти ключи определяет их как дубликаты, подставляет в них переводы из мастер папки, и причем это именно не translation memory, а это именно работает как дубликаты, и скрывает эти строки. И таким образом для перевода становятся доступны только вот тот div, та дельта, которую нужно перевести для конкретной фичи. Почему нам это так нравится? Во-первых, потому что вся эта логика реализована в CrowdIn. У нас в компании больше нет инструментов, никаких локализационных утилит, специально обученных инженеров, которые бы занимались всей этой вот локализационной логикой. А также это удобно потому, что у нас есть, то есть когда мы меняем какие-то ключи в мастере, эти изменения, они проникают во все фича папки. Это очень удобно, потому что вместе с деплоем для какой-то фичи мы поддерживаем в актуальном состоянии и переводы, касающиеся мастера. Я вам писала простой случай, но мы с вами понимаем, что в компании несколько команд разработки. Сейчас у нас 15 скрам-команд. Каждый из них в своих двухнедельных спринтах вносит какие-то изменения в продукт, и некоторые из них, многие из них затрагивают пользовательский интерфейс. Это значит, что процесс выглядит примерно вот таким вот сложным образом и даже еще сложнее. И это находит отражение в том, как мы работаем с CrowdIn. То есть вот у нас в самом-самом низу папка «Мастер», в ней 15 тысяч строк, и далее у нас папки, соответствующие фича-веткам. То есть это то, как выглядит реальный наш проект в CrowdIn. И то есть мы более не говорим о том, что мы переводим файлы и ключи, мы говорим о том, что мы переводим фича-ветки. Это была, скажем так, техническая сторона процесса. Как вот это все выглядит для разных участников. Для Scrum-команды это выглядит следующим образом. Вот это типичная задача на разработку. В Scrum задача называется user story. Обычно она сформулирована в терминах из мира, из контекста пользователя. То есть задача называется обычно так, какую задачу, какую проблему клиента мы решаем. Далее она декомпозируется на технические задачи. Здесь у нас есть UX, backend, frontend и локализация. То есть локализация является одной из составляющих story. Это откуда берется эта задача? Разработчики или тестировщики заполняют форму запросов, там указывают название ветки, дедлайн, когда нужен перевод, добавляют контекст, дополнительно визуальный, если это нужно. Также я прошу и даже иногда заранее указывают ограничения по длине для переводов. После заполнения формы создается задача. Вот та самая, она автоматически назначается на меня. Разработчики прикрепляют ее к своей истории. Моя работа выглядит, это более не подвиг, это просто такой более-менее стабильный, налаженный процесс работы с большим количеством небольших задач.
И давайте вспомним о переводчиках. Первый раз мы о них заговорили. Что с ними происходит? У нас есть договоренность, что переводы интерфейса имеют высший приоритет среди задач. И обычно это очень маленькие задачи. То есть чаще всего это от 5 до 50 слов, редко бывает 150. Но в день бывает несколько задач. То есть они в какой-то батч собираются и отправляют все это на перевод. И то есть мы работаем с агентствами в 3 временных зонах, и, как сказать, такой объем довольно просто перевести в течение 24 часов. То есть редко когда случается какой-нибудь форс-мажор вроде Нового года или Рождества. Поговорим о приятном. Какие достоинства мы видим в нашем новом процессе локализации? Во-первых, это происходит довольно быстро. И даже если в локализации происходит какая-то заминка и задержка, то обычно мы все равно всегда укладываемся в срок и не выходим за рамки спринта. То есть у нас больше не возникает ситуации, когда локализация задерживает релиз. Так как мы начинаем локализацию на этапе разработки, у меня есть возможность давать разработчикам фидбэк, касающийся интернационализации. Например, неправильно оформлена плюральная форма, или какой-то текст захардкодили, или я вижу, что есть опечатки, и текст не профридили. И также у нас есть возможность получать и очень быстро обрабатывать фидбэк от других участников. Это могут быть тестировщики, пользователи, это могут быть изменения исходных текстов. То есть эти изменения мы тоже довольно быстро подхватываем и переводим. И самое приятное — это то, что, как сказать, все эти прекрасные сисадмины и девопсы, я теперь с ними здороваюсь в лифте, но они больше не имеют, как сказать, никакого прямого отношения к процессу локализации. Недостаток на самом деле один — то, что увеличилась стоимость переводов. По 2 причинам. Во-первых, так как мы начинаем локализацию фичи еще в разработке, несмотря на то, что там есть какие-то утвержденные процедуры аппрува текстов и договоренности между командами, тем не менее исходные тексты меняются. И получается, что даже вот ту маленькую задачу там, из 5 слов мы можем, как сказать, иметь несколько итераций даже по ней. И вторая причина, почему увеличилась стоимость, потому что объем перевода совсем небольшой, но операционные издержки те же самые. И поэтому некоторые вендоры берут, то есть мы платим не за перевод слов, а какую-то минимальную ставку. То есть вы можете сравнить, например, сколько стоит перевод 50 слов и сколько стоит полчаса работы переводчика. Но выигрыш времени и гибкость важнее. Почему это все еще работа не курорт? Во-первых, потому что моя работа еще не автоматизирована, но мы уже работаем над этим. И тогда действительно я смогу только чай с арбузами пить. И дальше в одном пункте я перечислила 3 проблемы, с которыми сталкивается, наверное, любой менеджер по локализации, независимо от того, в какой компании, в каком процессе он работает. И, в принципе, с изменением исходного текста сложно что-то сделать, только, не знаю, проводить воспитательные беседы, не знаю, помогать налаживать контакт между командами, которые пишут контент и его проверяют. На самом деле, иногда мне приходится это делать, но довольно редко. Что касается хардкода и проблем с версткой, недавно мы недавно мы добавили возможность делать псевдолокализацию для всех фичеветок автоматически. Но мы пока что решили техническую задачу, но еще не внедрили это в наш процесс, поэтому я похвастаюсь вам успехами в следующий раз. Итак, по сравнению с прошлым годом наш отдел разработки увеличился в 3 раза. Теперь у нас 15 скрам-команд. Эти команды решают в 6 раз больше задач. Количество задач на локализацию увеличилось в 3 раза, а время на задачу уменьшилось в 3 раза. Но здесь опять же стоит отметить, что раньше, когда мы говорили, что нам нужно 3 дня локализацию, большую часть этого времени занимали все эти приключения с интеграционными утилитами. Сейчас, когда мы говорим, что на перевод нужно 24 часа, мы имеем в виду, что там 7 переводчикам в 3 временных зонах нужно перевести 100 слов. Совсем другой подход. И теперь, теперь в итоге каждый релиз выпускается с локализацией на все языки. И для меня больше нет такого понятия, как мидорный и мажорный релиз. У меня просто есть какой-то поток задач.
и какой-то налаженный процесс. Теперь давайте абстрагируемся от нашей конкретной реализации и посмотрим, что изменилось принципиально. То есть раньше локализация была отдельной самостоятельной задачей, теперь это один из этапов, то есть это все гармонично вписано в рабочий процесс команды разработки, даже Scrum-команды. Раньше локализация требовала сложного, заблаговременного тестирования, согласования с кучей людей. Сейчас я принимаю в работу задачи по мере их поступления и все какие-то изменения и фидбэк обрабатываю на лету. Раньше у нас в компании была специальная утилита, специальный разработчик, и раньше, как сказать, для локализации был настроен свой технический процесс. Сейчас мы используем существующую инфраструктуру и, как сказать, перенимаем практики DevOps и других отделов. И раньше мы работали с единственным источником ресурсов, то есть смогли переводить только одну единственную версию продукта. Сейчас в краудине мы поддерживаем работу с системой контроля версий. То есть нельзя сказать, что мы копируем, но мы в краудине имеем примерно ту же структуру хранения файлов, как она есть в системе, в которой работают разработчики. И напоследок, готовясь к докладу, я думала о том, почему, как мы в Райке сделали то, что сделали, и я сравнивала это со своим предыдущим опытом работы. И я бы хотела отдельно поговорить о том, какие условия, какие факторы позитивно повлияли на мою работу. Требование поддержки от топ-менеджмента заключалось в том, что та цель, задача, которая была передо мной поставлена, она также была поставлена перед отделом разработки. Это обеспечило наше сотрудничество. И то, что сейчас ответственность за релиз локализации мы несем совместно. Это здорово помогает. Разработчики и тестировщики не только высказывают недовольство или одобрение изменений в процессе локализации, но также они принимают активное участие в обсуждении каких-то изменений и в том числе даже предлагать какие-то технические решения. Отдел DevOps на самом деле появился в Райке буквально несколько месяцев раньше локализации, и с их появлением, скажем так, глобально изменился подход ко многим процессам, и в том числе к локализации. И то, что у нас получилось настроить, пусть там не автоматизированный, но, как мне кажется, довольно грамотный процесс и подход, в этом я вижу их большую заслугу. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Василиса, здравствуйте. Михаил, компания Social Quantum. Спасибо за очень доклад приятный, интересный. Подскажите, вот вы ни разу не упомянули, как и проводите ли вы вообще лингвистический QA, потому что вот мне интересно, почему вы его не включили в те 24 часа на перевод, которые они у вас есть. То есть вопрос в том, переводчики смотрят ли в краудине эти тексты, или им скриншоты как-то даются, или они готовый продукт тестируют, или у вас какая-то своя команда во Врайке есть, которая смотрит. Ясно, спасибо. Часть проблем LQA решается в самом краудине, то есть там есть возможность предупредить многие ошибки. Что касается контекста, мы предоставляем его заранее или в процессе. Опять же, как говорили раньше, в краудине есть возможность там, отправлять комментарии, меншины и тому подобное, то есть запрашивать дополнительный контекст. Наши тестировщики, функциональные тестировщики, проверяют в основном верстку и, скажем так, наличие локализации. В остальном у нас довольно много обновлений, и не все из них мы дополнительно проверяем. Но есть часть довольно критичных областей интерфейса, которые проверяются всегда и обязательно, дополнительно носителями языка, специально ответственными внутри компании. Я ответила на ваш вопрос? Спасибо большое. То есть это прямо люди, которые у вас в штате, они именно смотрят именно локализацию. Ну смотрите, это по большей части это маркетологи, то есть это является частью их обязанностей. Побочная их, да, какая-то деятельность. Но на самом деле это не побочная, это прям их обязанность. Это... Значит, основная.
Вот, да, то есть с ними мы работаем точно так же, делаем скриншоты до локализации, после локализации, просим все это проверить. Опять же, я об этом не упоминала отдельно, наверное, потому что, как сказать, это включено в какую-то общую рутину, и то есть мы быстро перевели, быстро проверили, быстро отправили в тестирование. Как-то вот, так. Вот эта вот проверка, она в 24 часа-то тебе входит? Да, конечно. Да. Понял. Спасибо большое. Здравствуйте, Василиса, Алия Сплат. Я хотела уточнить, а есть ли в CrowdIn какая-нибудь возможность интеграции с CAT-тулами, то есть что-нибудь, позволяющее сохранить translation consistency, соответствие терминологии, соответствие предыдущим переводам? Вообще, CrowdIn, он как бы TMS и CAT в одном. То есть у меня не было этого скриншотов, но это интерфейс для работы переводчиков в том числе. Что касается консистенции, там нет автоматических именно проверок на консистентность терминологии, но там есть глоссарии и работа с ними, конечно. Да. И еще у меня вопрос был. Я правильно понимаю, то есть группа локализации или вот это вот integration tool, он позволяет вам делать коммиты как бы в саму ветку, так же, как и разработчикам? Да, по сути своей, то есть я нажимаю кнопки в TeamCity, там скачать ключи, отправить переводы на ветку. Да, и то есть в задачах по локализации как бы я делаю тот самый коммит вместо разработчика. Ага, понятно. Спасибо. Хамин Денис, компания Allcorrect. Скажите, у вас есть два вопроса. Есть ли у сервиса требования к безопасности данных, которые отправляются в том числе на локализацию? Извините, пожалуйста, я не очень хорошо вас расслышала. Есть ли у сервиса RAIC требования к безопасности данных, которые отправляются на локализацию? Да, конечно. Ну, то есть это, в принципе, обсуждалось, когда мы выбирали новые TMS, об этом думали. И Ну, а второй вопрос, как с этим справляется платформа CrowdIn, потому что, насколько я знаю, там доступ просто по ссылке. это закрытый проект. По ссылке. Ну, и к нему может получить любой доступ, у кого есть ссылка. Если я явным образом вашему пользователю не дала доступ в мой проект, вы его даже не увидите, поиском не найдете. Но если у вас будет ссылка, то вы видите какую-то страничку, на которой скажут, вам туда нельзя. Окей, спасибо. Нет, но опять же для комьюнити у нас есть, как сказать, реплика основного проекта, как бы без поддержки работы с ветками. И да, туда может прийти любой пользователь, внести свой перевод, но перед коммитом в приложение на ветку, естественно, все это проверяется дополнительно. А я хотела спросить, вы контекст переводчикам поставляете только по запросу, или вы, когда вот берете вот этот вот мерж с новыми метками, вы как-то сразу в момент передачи вот этого мержа в CrowdIn сразу поставляете контекст? Спасибо. Контекст. То есть, во-первых, все-таки многие разработчики пишут комментарии к ключам. То есть большинство комментариев переводчики видят в интерфейсе CrowdIn, то есть просто описание, что здесь происходит. Скриншоты, будет вместо, например? Да, что будет вместо плейсхолдеров. Кроме этого, в той задаче, которая создается на локализацию мне, я прошу прикладывать дополнительный контекст именно визуальный. Обычно это макеты или скриншоты. Но на самом деле добыть их довольно просто, потому что обычно в каждой истории есть задача на UX, в которой, как сказать, если разработчик не позаботился, я могу сама пойти найти эти скриншоты. Ну, то есть, получается, вы уже на перевод отдаете сразу с контекстом? Да, но, к сожалению, у нас тоже вот о чем рассказывала Екатерина, у нас, получается, это все не в одной системе. Скриншоты отдельно, а интерфейс CrowdIn отдельно. Ну, то есть, как бы, той фичой, которая позволяет вставлять скриншоты внутрь, мы пока что не пользуемся. Спасибо. И, кстати, я позволю себе ответить на вопрос, который задавали Екатерине насчет автоматических скриншотов. В нашей компании они делаются, но как бы для очень ограниченной части функционала, и все это существует, как сказать, скажем так, поверх автотестов. То есть есть какие-то автотесты готовые, и просто в них добавляется дополнительный шаг сделать скриншот. Таким образом, для
там, одной определенной критичной части интерфейса, мы можем получать эти скриншоты автоматическим образом. Здравствуйте, меня зовут Юлия, компания Доктор Веб. И вот вы начали говорить, что у вас имеются скриншоты, потому что на UX заводится задача. А вот сам момент, когда говорят, что вот тексты не будут трогать, он происходит на моменте разрабатывания макетов или уже потом, когда разработка берет макеты в разработку? Нет, вообще, конечно, должно происходить на этапе макета. То есть к разработчику попадают уже финализированные тексты. Но вы понимаете. Ну, просто у нас есть такая проблема, что, да, мы предоставляем дизайнерам, ну, UX-ерам тексты, и в какой-то момент мы понимаем, что это не совсем те тексты. Мы говорим, тут нужны вот такие тексты. И они меняют. И у вас дизайнер вообще, существует такая проблема, что дизайнер, он на макете меняет сам текст? Или как вообще это происходит? Как дизайнерам попадают тексты, если их нужно на моменте проектирования самого приложения, какой-то функции поменять? Что происходит? Это не задача дизайнера. Я бы сказала, что изменение исходных текстов — это скорее исключение из правил. Потому что, опять же, насколько мне известно, задача не отдается в разработку, пока не финализирован и макет, и тексты. То есть это скорее исключение из правил. Спасибо. Еще есть вопросы? Подскажите, пожалуйста, а как в вашу схему с гитом включается изменение уже готовых текстов, если по ним пришел фидбэк, что они проблемные, их надо заменить? Переводов. Переводы, кроме описанного... Именно, я имею в виду технические, то есть у Да. вас же нету отдельной ветки. Если по Нет. данной ветке работы уже закончились, вам надо изменить перевод. Ну, смотрите, я не рассказывала об этом в своей презентации, но такой workflow тоже существует. У нас в Краудине, так сказать, живут все ключи и все переводы, относящиеся к мастеру, то есть то, что уже зарелижено. И у нас как бы есть возможность их менять, они, как сказать, по-прежнему редактируемы, и мы можем переводить, то есть дополнять, там, менять, дополнять переводы мастера. Но таким образом мы просто, как сказать, создаем для этого отдельную ветку, где только локализация, и как бы работаем с ней как с обычной фича-веткой, тестируем и отправляем в релиз. То есть из нее тоже все уходит в программу перевода, или вы прямо в мастере у себя что-то правите? Нет, подождите, когда мы говорим про мастер, то есть, смотрите, как сказать, для меня единственная точка изменения переводов — это Краудин. То есть как бы я в гите вообще ничего не трогаю. Как сказать, я не имею доступа, и это не очень правильно. То есть если нужно изменить то, что ранее уже было переведено, я меняю это в Краудине и запускаю те же самые билды в TeamCity, просто там меняю настройки. И вот. Спасибо. Еще есть вопросы? Вопросов нет? Спасибо, Василиса. Спасибо. Я